Привет, я Ира и добро пожаловать в блог интроверта. Сегодня я подумала, что очень давно не рассказывала о прочитанных книгах, и это надо исправить. Сегодня я расскажу о книге Габриэля Гарсия Маркеса «Рассказ человека, оказавшегося за бортом корабля». Это именно рассказ моряка, который 10 дней дрейфовал в Карибском море, без еды и воды на маленьком плоту. Звали моряка Луис Веласко. О том, как ему удалось выжить и почему он решил рассказать свою историю, это книга. Но ее могло и не быть. И вот почему. Когда уже довольно известный моряк, матрос Луис пришел в редакцию газеты, где работал Габриэль, то пришел он только с одним вопросом. А сколько вы мне заплатите, если я расскажу все, как было? Да и об этом же уже все писали, да это рыба второй свежести, что здесь можно еще рассказывать? Начал возмущаться редактор. Наш герой уже собрался уходить, но тут редактор передумал и познакомил его с Маркесом. И, как оказалось, совершенно не зря. Они работали вместе 20 дней. Маркес и Веласко каждый день по 6-8 часов восстанавливали по крупицам то, что случилось с матросом. По официальной версии, за несколько часов до прихода в порт родного города Картахены эсминец, который шел из Америки, попал в жуткий шторм. И из-за этого не заметил, что на борту не хватает 8 членов экипажа. Поняли они это только тогда, когда сошли на берег. Моряков искали 4 дня, но никого не нашли и объявили их погибшими. И вот сенсация. Спустя почти неделю выживший человек, которого прибило на плоту к берегу. Это и был Луис Веласко. Он сразу стал национальным героем, ему вручили орден, о нем писали статьи, снимали репортажи журналисты. Он стал национальным героем. Вот человек спасся в такой трагедии. Какая-то очень позитивная история, очень гладкая. Маркес подумал так же, но я не думаю, что он понимал, насколько она будет резонансна, когда начинал эту работу. В результате у него получилось 14 статей, которые в результате составили эту книгу. По официальной версии, в тот день, 28 февраля 1955 года, корабль попал в жуткий шторм. Но когда на 4-й день рассказа и восстановления всей картины происходящего, Габриэль спросил у Луиса: а расскажи поподробнее, а как это было? Шторм, гроза, как тебя выбросило за борт с твоими друзьями? То услышал в ответ удивительное: а никакой грозы не было. Как не было? В общем, в книге он описывает это вот такими словами. Мы с Рамоном Эррерой улеглись между холодильников, стиральных машин, плит, хорошо укрепленных на палубе. В таком положении я чувствовал себя спокойнее и не сомневался, что всего через пару часов мы очутимся в бухте Картахены. Грозы не было, день выдался совершенно ясный, видимость отличная, а небо голубое и бездонное. Даже сапоги мне уже не жали, потому что, сдав вахту, я их снял и надел ботинки на каучуковой подошве. И в итоге, после того, как Маркес все это узнал, он обратился к метеорологам, и те подтвердили, что да, 28 февраля никакой грозы в Карибском море не было. На море был штиль. Но это было только начало. Что же случилось в этот злополучный день на корабле? Почему Веласко сразу все не рассказал, почему пришел именно в эту редакцию? Об этом и не только об этом Габриэль Гарсия Маркес рассказывает в своей книге «Рассказ человека,
оказавшегося за бортом корабля. Ну и на сегодня это все. С вами была я, Ира. Спасибо за внимание и до новых встреч в логове интроверта.